Итак, деревня. По одну сторону, конечно, поля, а по другую сторону будет сама деревня. А здесь между полями и деревней своеобразный вал, на котором часто растут деревья, которые потом когда-то раньше использовались для топки печи. Теперь вот эта часть, которая покрыта скошенной травой, вот она сейчас именно и отдана траве, а когда-то это были огороды. У нас остался совсем маленький клочок этого огорода, ну так, чтобы можно было и чем-то заняться, и что-то сорвать, и чтобы не слишком подорвать свое здоровье. По возможности все замульчировали этой скошенной травой, благо ее в изобилии, чтобы меньше поливать и меньше росли сорняки. При входе в ограду встречает мальва, растение моего детства. Я помню, мы играли в куколки с его бутонами. А забор наша гордость, надо сказать, вырезался по шаблону, крепился, красился, очень красивый. Ну, давайте все-таки зайдем. И по левую сторону нас встретит когда-то это был гараж. А теперь это своеобразное помещение для хозяйственных нужд. Конечно, есть емкость для сбора дождевой воды. Она используется в технических нуждах. Вот цирк был, когда я ковшик туда уронила и доставала его, чтобы никто не увидел. Здесь наливается вода и используется для полива, для чего-то такого. Технические нужды, как я и говорила. Это старая грушевка, яблоня. Посмотрите, только вот фильм снимать, сказку какую-нибудь, да, чтобы кто-то из дупла вылез. На чем держится, непонятно. Кругом все уже сгнило, одна кора. Но сорт хороший, московская грушевка, и эта яблоня помнит меня еще девчонкой. По правую сторону будет своеобразная веранда, так ее, наверное, можно назвать. Она используется для для приезжающих, которые не помещаются в спальные места, в доме на спальные места, или кто-то захочет поспать на свежем воздухе. Там прекрасно можно поспать. Давайте я вам покажу, что внутри. А снаружи вы все видите и сами. Открыла веревочка, чтобы дверь не захлопнула ветром. Так как у нас пока всем спальных мест хватает, эта веранда служит для сушки собранных трав. Здесь и сквознячок, и нет прямого солнца, и ковры с оленями. Очень антуражно. Мы здесь сейчас сушим клевер, кипрей, чабрец. Почему бы и нет? Собирала его вчера возле реки. И кипреи тоже собрали. Где собирали, не скажу. Это из той же оперы, где рыбалка в унитазе. Кто же будет выдавать такие места? Не скажу. Разворачиваемся, выходим и идем по газону. Он у нас почти английский. Когда-то над его созданием трудились куры, гуси и ноги людей. Сейчас это выполняет электрический триммер, газонокосилка. И создаем газон. Жасмин добавит очарования и аромата. Ирга, если не успеют оклевать птички, порадует ягодками. Ну и вот, собственно, сам вход в дом, крыльцо, звезда пятиконечная, память об СССР и о том, что из этого дома ушел на войну мой дедушка.
Если пройти вдоль дома, можно увидеть ту стену. Вы видите, да? Я ее штукатурю под покраску. После зимы немного ее обновляем. И теперь мы видим, что же мы видим? Уличный рукомойник. Какая прелесть! Ну, на этом я, наверное, закончу свое повествование. Поддержите меня пальчиком вверх, если вам было интересно. С вами была Марина.